Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. А также большой привет передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, их еще больше. Решила показать вам сегодня очередной квадратный мотив. На канале уже есть квадратные мотивы. Заходите в плейлист «Квадратные мотивы» и смотрите, вяжите с удовольствием. Я буду сегодня брать вот такие ниточки. Вы, конечно, можете выбирать любые, но хочу посоветовать, что чем толще ниточка, тем будет больше, эффектнее смотреться. У меня это сегодня Yarn Art Baby. Это 100% акрил. В 50 граммах 150 метров. Ну, вот такие вот моточки, такая толщина. И здесь нам говорит производитель, берите крючок 3,5 миллиметра. Я беру крючок 3,5 миллиметра. И у нас с вами должны получиться сегодня будут вот такие вот интересные квадратные мотивчики. Как вам? Маленькие, аккуратненькие. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, я взяла голубую ниточку. Начинаем с того, что мы вначале делаем кольцо амигуруми. Так вот, обматываем палец. Так, в виде колечка вот такого делаем. Дальше в это колечко, получается, мы вводим крючок и захватываем вот эту вот верхнюю ниточку, протягиваем через колечко и сразу же делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Вот наше колечко, вот наши 3 петельки подъема. Теперь будем нырять в колечко. Накид, нырнули в колечко и дальше провязываем столбик с накидом. Накид, опять ныряем в колечко, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. И так далее. Мы с вами должны будем сделать 12 столбиков с накидом. Это считать необходимо вместе с 3 петельками подъема. 1, 2, 3, 4 столбика я уже сделала. Давайте дальше вместе. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Ниточку вот так вот, петельку подтянем. Смотрите, правой рукой беру все столбики, левой рукой беру вот этот краешек, кончик ниточки. И начинаю так вот подтягивать. Оп, видите? И получается у нас сомкнулись основания наших столбиков. Теперь мы соединим верхушки. Берем нашу опять петельку. И вот там, где у нас было 3 петельки подъема, мы в самую верхнюю петельку, получается, ныряем. Вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку. И сразу же эту же ниточку протягиваем через петельку на крючке. Вот. У нас должен получиться вот такой вот, получается, кругляшок. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее смотрите, вот у нас идут столбики, да, четко видно по верхушечкам. 1, 2, 3 и так далее, и так далее. Делаем накид, будьте внимательны. Вот этот столбик мы, получается, провязали, да, следующий столбик, видите, вот он. Мы ныряем вот таким вот образом, сзади наперед, захватываем столбик, столбик перед крючком, захватываем ниточку, вытягиваем ниточку вот так вот до высоты столбика, да, до высоты 3 петелек и держим на крючке. 1, накид, сюда же точно так же нырнули. За столбик, получается, да, столбик перед крючком. Вытянули ниточку 2, тоже подтянули. Накид, еще раз, точно так же 3. И теперь, получается, мы с вами провязываем вначале до 2 петелек, а потом 2 петельки. И у нас получился вот такой вот интересный пышный столбик. Далее, смотрите, вот мы этот столбик провязали. Так, идет следующий столбик. Накид. Вот верхушка следующего столбика. Мы в эту верхушку ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Есть. То есть вот этот столбик мы провязали. Значит, переключаемся на следующий столбик. Накид. Захватываем точно так же сзади наперед этот столбик. Вытягиваем ниточку и опять подтягиваем. 1. Еще раз. 2. И еще раз. 3. Теперь опять все вместе провязали до 2 петелек.
и затем 2 петельки вместе. И у нас с вами получается вот такой вот пышный столбик, 3 обычных столбика и еще один пышный столбик. Вот после второго пышного столбика делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше вот мы столбик наш провязали. Теперь переходим на следующий столбик. Будем провязывать опять такой же пышный столбик. Ныряем, захватываем, провязываем рельефные, получается, столбики. Вот такие вот. 1. Опять потянули ниточку. 2. Накид. Еще раз потянули ниточку. 3. Теперь опять все петельки провязали до 2 петелек на крючке. 2 петельки вместе. Следующий получается столбик. Мы провязываем, беремся за верхушку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Итак, получается вот наш первый столбик, 3 столбика обычных и второй такой пышный столбик. Вот, смотрите, чтобы не ошибиться. Вот верхушка столбика мы провязали, значит за следующий беремся. И точно так же провязываем еще очередной пышный столбик. 1, 2 и 3. Провязали, зафиксировали. Смотрите, у нас получается какая картина? Пышный столбик, обычный, пышный, 3 воздушные петельки. Пышный столбик, обычный, 3, пышный, значит тут 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И следующий получается у нас столбик, вот этот вот будет опять пышный. Поняли? То есть мы таким образом, получается, за счет вот этих вот 3 воздушных петелек делаем как бы квадратики. Понятно? И тут получается у нас площадка такая вот из этих столбиков, уголок, столбики, уголок. Далее столбики, уголок здесь будет, столбики и здесь будет уголок. Сможете пройти до конца ряда? Надеюсь, что сможете. Давайте самостоятельно пройдите, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Должно получиться. Давайте. Так, смотрите, что по итогу получается. Вот наши уголочки. 1, 3 воздушные петельки, 2, 3 воздушные петельки, 3 воздушные петельки. И вот мы закончим, да, получается, каким образом? 3 воздушные петельки. И переключаемся вот на верхушку нашего пышного столбика. Присоединяемся вот таким вот образом соединительной петелькой. Понятно? То есть что у нас по итогу получается? То есть у нас был кругляшочек, теперь он плавненько перешел в квадратик. Видите? Вот. То есть если посмотреть по готовому образцу, вот видите, вот эти те самые 3 воздушные петельки по уголочкам. То есть все делаем правильно. Идем дальше. Так, теперь мы будем, смотрите, присоединять беленькую ниточку. Для этого мы вначале сделаем вот такую вот петельку фиксации. Смотрите, вот так вот ее раз, приготовим, да, вот эту петельку. Дальше, смотрите, вот у нас осталась петелька синенькая. Просто покажу, как бы плотнее присоединить. Итак, ныряем сюда же, куда мы только что провязывали, верхушку нашего пышного столбика. Так, нырнули крючком, но при этом захватили беленькую петельку. Захватили и протянули, получается, ее вот таким вот образом. Оп, понятно? Сейчас мы ее подтянем аккуратненько. И в дальнейшем, получается, мы провязываем беленькой ниточкой. 1. Это получился как столбик без накида, поэтому делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь мы подтягиваем синенькую, смотрите, и все аккуратненько, видите? Все плотно, все четко и не видно, где произошел переход. Далее, накид. Вот у нас идет следующий столбик. Помните, да? 3 обычных столбика. 1, 2, 3. Вот первый провязываем и как раз с собой захватим 2 кончика. Хорошо? Чтобы зафиксировать их. Оп, столбик с накидом. Все наши кончики оставляем, отпускаем, пока синенькую я не отрезаю, она мне еще понадобится. Далее, воздушная петелька, накид. Вот опять же 3 наши столбика. 1, 2, 3. Первый мы провязали, второй мы не провязываем, сразу же перескакиваем на третий. И провязываем в него столбик с накидом. Есть. Далее, накид. Вот верхушка нашего пышного столбика, ныряем в верхушку, столбик с накидом. Есть. То есть уже 2 столбика. Далее у нас идет уголочек. В уголочек мы провязываем 2 столбика с накидом. 1, сюда же 2. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же. В
3 петельки вот эти вот. И провязываем еще 2 столбика с накидом. То есть у нас как бы вот такой вот, ну, получился уголочек, видите, да? 2 столбика, 3 воздушные петельки, 2 столбика. Далее переключаемся опять на сторону, где у нас пышные столбики с обычными столбиками. Для начала в верхушку пышного столбика нырнули, раз столбик с накидом. Потом из 3 столбиков в первый 2 столбика с накидом. Потом делаем воздушную петельку, 1 столбик пропускаем, следующий столбик из 3, раз столбик с накидом. В верхушку пышного столбика 2 столбик с накидом. Далее провязываем уголок в арочку. Помним, да, что 2 столбика с накидом, раз, 2, 3 воздушные петельки, раз, 2, 3. И возвращаемся сюда же и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, 2. И так далее, получается, пройдете до конца ряда. Поняли, да? То есть, если так вот внимательно посмотреть, да, смотрите, в арочке 2 столбика и здесь 2 столбика, да, то есть 4 столбика, воздушная петелька, 4 столбика. Далее делайте 3 воздушные петельки. И тут у вас опять будет 4 столбика, воздушная петелька, 4 столбика, 3 воздушные петельки. Опять 4 столбика, воздушная, 4 столбика, 3 воздушные петельки. И здесь я вас встречу. Договорились? Несложно. У вас получится. Будет красота. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите. Вот мы наш квадратик увеличили. Так. И здесь мы, получается, провязываем в арочку 2 столбика, 3 воздушные петельки, 2 столбика. И мы здесь должны будем присоединиться вот к третьей петельке. Да, помните, мы провязывали? Как бы у нас был столбик такой, 2 воздушные петельки. Да? Вот мы к последней петельке присоединяемся. И протягиваем ниточку. Оп, сделали соединительную петельку. Все, наш квадратик готов. Видите? Вот. Смотрим. Вот, видите? Беленький. Квадратик готов. Остается последний ряд. Сейчас мы его с вами провяжем. Так, смотрите. Подтягиваем беленькую ниточку и переключаемся, в моем случае, на синенькую. Видите? То есть поэтому мы ее не отрезали, потому что буквально один ряд провязали. Итак, оп, присоединили ниточку, подтянули беленькую хорошенько. И тут же, сюда же, в верхушку этого же столбика, нырнули, провязали столбик без накида. Далее, следующий столбик ныряем, в верхушку точно так же, столбик без накида. А теперь смотрите внимательно. Делаем накид и возвращаемся к синему ряду, к синему. Помните, да, мы первый столбик провязали, последний столбик провязали. Остался центральный столбик из 3. Вот мы идем к нему, захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, берем ниточку и вытягиваем ее и протягиваем до высоты, получается, нашего ряда синенького. Раз, держим петельки на крючке. Накид. Еще раз возвращаемся к этому же столбику, вытягиваем ниточку 2, накид и третий раз точно так же делаем. И ниточку, получается, подтягиваем хорошенько. Теперь провязали все петельки до 2 и 2 петельки вместе провязали. И у нас получается, видите, какой пышный столбик уходит аж в основание вот этого синенького столбика. Класс. Идем дальше. У нас идут сами 4 столбика. Раз, 2, 3, 4 беленьких. И мы шагаем по верхушкам этих столбиков и провязываем столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4. Дальше идет у нас арочка из 3 воздушных петелек. Мы ныряем прямо в эту арочку саму и провязываем 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. Видите? Вот такая картина получается. Мы завернули, получается, наш уголок. Далее опять идут беленькие столбики. Мы вот до этой арочки провязываем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Итак, 1 столбик без накида, 2, 3, 4. И опять провязываем пышный столбик вот за этот столбик. Накид. Ныряем вниз, захватываем, вытягиваем ниточку и подтягиваем до высоты ряда. Накид. Нырнули. Второй раз точно так же сделали, подтянули ниточку. Накид. И точно так же третий раз.
Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. И опять идут наши 4 столбика беленьких. Мы провязываем столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. А потом арочка из 3 воздушных петелек. Вот в нее провязываем мы 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Принцип понятен? Видите? И мы как бы вот таким образом очерчиваем нашу работу. То есть уже все, финиш. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно. У вас должна получиться вот такая вот картина. Все ровненько, аккуратненько. Давайте в конце ряда встречаемся. Договорились? Так, смотрите, вот получается провязали полностью, да, до конца ряда. И вот у нас мы делали с вами первый, помните, столбик без накида. Мы ныряем вот в эту петельку. Аккуратненько вытягиваем ниточку. И ее, получается, вот так провязываем. Оп, все. Ряд наш закончен. Все ровненько, аккуратненько. Теперь мы можем с чистой совестью заниматься чем? Правильно. Мы будем прятать кончики. Напишите в комментариях, кто любит прятать кончики. Вот. Видите? Беленькую ниточку. И аккуратненько. Синенькую спрячем в синенькой, беленькую в беленькой, синенькую в синенькой. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот у нас по итогу такая вот объемная красота. Видите, какие интересные шишечки. Сзади все ровненько, аккуратненько, не придраться. Кончики спрятаны. Красота. И что у нас по итогу получается? Смотрите. Вот у нас такие вот квадратики, вот такие квадратики. Еще квадратики и еще квадратики. Называется Оля увлеклась. Видите? Потому что вяжется очень быстро, очень легко, очень понятно, очень доступно. И тут возникает вопрос. Оля, а как соединить все это? Правильно? Сейчас покажу. Так, смотрите, я вот, например, придумала, что у меня будет, соединяться, например, беленькая ниточка. Вы можете для контраста взять темную ниточку, можете взять черную, темно-синюю, темно-зеленую, тоже будет очень шикарно смотреться. Итак, вот, допустим, у нас 2 квадратика, да? Один квадратик получается вот таким образом берем, второй квадратик наоборот, видите? Вот так, друг к дружке. Вот так вот соединяем. Тут у нас несложно посчитать, с какой петельки мы начнем. У нас здесь 5 петелек, центральная 3, да? То есть мы отсчитываем аккуратненько. 1, 2, 3. В 3 нырнули. Вот, видите? И у следующего квадратика точно так же. В 3. 1, 2, 3. В 3 нырнули. И смотрите, как я нырнула. Видите? Получается, у первого квадратика я взялась за заднюю стенку капельки, да? Вот капелька. Видите? Капелька. Передняя стенка, задняя стенка. Вот у первого квадратика, который смотрит на меня, я взялась за заднюю стенку. А у второго квадратика, видите, получается, я взялась за переднюю стенку. И буду, получается, я браться вот таким вот образом. Вот. Сзади наперед. Оп, поняли? Вот. Не переживайте, это удобно, это нормально, зато будет потом красиво. Итак, и провязала вот так вот. Раз. Далее идем. Потом мы кончики соединим и все кончики запрячем. Опять следующая капелька. Вот таким вот образом. Беру за переднюю стеночку, а у моего, получается, желтого квадратика за заднюю стеночку. Видите? Понятно? И вот так вот провязываю, оп, соединительной как бы петелькой. То есть не столбиком, а соединительной петелькой. Идем дальше. Опять за переднюю стенку, за заднюю стенку. Оп, и соединительной петелькой. Передняя стенка, задняя стенка. И соединительная петелька. Опять. Конечно, способов соединения много. Вы можете выбрать, какой вам нравится. Я вот показываю как бы один из способов. То есть, в принципе, получается интересно. По итогу, когда мы вот так вот разложим наше вязание, у нас здесь получается вот такая вот косичка. Давайте я провяжу чуть-чуть побольше и вам покажу. Угу. Так, смотрите. Вот я соединила квадратики. На 2 квадратиках я не остановилась. Вот она, ровненькая косичка пошла. Дальше я взяла еще 2 квадратика, соединила их прям друг за дружкой. Вот, а потом решила показать, как это будет выглядеть еще и вертикально. Вот, видите? Все четко, понятно. Шла, дошла до угла, просто перешагнула и пошла дальше. Все четко и понятно.
Вот, конечно, необходима влажно-тепловая обработка, да, ПТО. И, естественно, необходима обвязочка. Обязательно. Неважно, что это у вас будет за изделие, необходима обвязка. Либо это будет салфеточка, да, из тонких ниточек, либо это будет накидушечка, либо это будет пледик. Обязательно должна быть обвязочка. Давайте замеряем, да, 1 квадратик, например. Ну, допустим, вот такой, они же все одинаковые. Просто интересно, сколько в моем случае получается размер, если брать такую же пряжу, такой же крючок, мою плотность вязания, то это вот, смотрите, 8 сантиметров. Видите? Ну, естественно, эта же сторона тоже. Раз это квадрат, тоже 8. Все четко, аккуратно. То есть вы можете рассчитать таким образом, если, например, будете вязать пледик, да, то есть сколько у вас необходимо квадратиков, ну, например, размер метр на метр, да, то есть посчитали, сколько у вас квадратик один, и сколько нужно будет квадратиков. Точно так же и высоту посчитали. Может быть, у вас будет прямоугольная форма, да, и так далее. Мы с девчатами вязали в прошлом году, кто помнит, да, напишите в комментариях. Перед Новым годом я сделала такой онлайн-проект и отчитывалась с девчатам в Инстаграме. Пледик вязали, вот здесь вот оставлю ссылочку, из каких квадратиков. И здесь в сообществе я показывала данный пледик, и в Телеграм показывала, и в Инстаграме показывала. Очень интересно. Тоже разноцветные были квадратики. Вот. Так что смотрите. Идей море. У вас могут быть квадратики одинаковые. У вас могут быть квадратики там двухцветные, трехцветные, там и так далее. Ну, имеется в виду, что, например, из 3 цветов, да, пледик, там, накидушечка из 4 цветов. То есть на ваше усмотрение. Я вот решила показать, как это выглядит из нежных таких оттеночков, да, из темных оттеночков. Вот такая красота. Как вам сегодняшнее видео? Понравилось? Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Чтобы новинки не пропустить, нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. А также сохраняйте себе в свои плейлисты и смотрите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.